Привет, друзья! Это канал MBS Electronics. Сегодня я возвращаюсь к теме визуального программирования Arduino в Proteus Professional по просьбе подписчиков. Это будет очень длинное, очень подробное видео, на запись которого у меня ушло несколько дней на самом деле, поэтому просьба сразу поставить лайк. Если вы смотрите канал без подписки, то обязательно подпишитесь, этим вы поможете каналу. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, все ссылки будут в описании. Также в описании вы найдете ссылки на все материалы к этому видео. В архиве вы найдете проект для Proteus 8 и мое приложение терминал, который я использую для связи с Arduino. Вот такие тензо-датчики мне пришли с AliExpress для этого проекта. Это трехвыводные датчики. В каждом таком датчике находится два тензорезистора, то есть это полумост. Можно заказать также четырехвыводные датчики с полным мостом. Это будет даже лучше. Но вот эти вот трехконтактные датчики, они просто очень дешевые, поэтому я заказал их. Для прошивки Arduino, которая будет работать с этими датчиками, в принципе разницы нет. Будет отличаться только схема подключения. Сами тензорезисторы находятся вот здесь, под компаундом. Когда вы закрепляете датчик, в конструкции своей нужно, чтобы он опирался именно вот на эту рамку. Тогда датчик будет работать правильно. Измеряемый вес применяется вот сюда, на эту пимпочку. Для установки датчиков я разработал 3D-модель специальной рамки, напечатал ее на 3D принтере. Эту модель также вы найдете в архиве к этому видео. Данные тензо-датчики рассчитаны на максимальный вес 5 кг, то есть используя 4 датчика мы можем сделать весы на максимальный вес 20 кг. Для работы с такими тензо-датчиками есть специальное АЦП, называется оно HX711, и в Китае можно заказать очень дешевые платы на основе этой микросхемы. Аналогоцифровой преобразователь HX711 имеет разрешение 24 бита и разработан специально для тензо-датчиков с мостовой структурой. У АЦП, которая встроена в микроконтроллеры, разрешения недостаточно для работы с такими датчиками. При измерении веса напряжение на выходе такого датчика изменяется очень слабо, поэтому, чтобы правильно отловить эти изменения, нам нужно как минимум 24-битное АЦП. Для работы с АЦП HX711 есть несколько библиотек для стандартной среды Arduino. Также библиотека для работы с ними встроена в Proteus. Основа такого датчика – это два специальных резистора, которые могут изменять свое сопротивление под действием деформации. Это называется тензорезистивный эффект. В тех датчиках, которые я получил из Китая, сопротивление резисторов 1 кОм. У других датчиков сопротивление резисторов может быть другим. Это схема подключения одного датчика к плате на основе HX711. Поскольку это АЦП рассчитано на подключение четырехвыводного датчика с полным мостом, то есть с 4 резисторами, то для использования одного датчика нам нужно добавить два дополнительных резистора с сопротивлением 1 кОм. К плате Arduino модуль подключается 4 проводами, плюс питание, минус питание, вывод данных и вывод синхросигнала. Если мы хотим использовать одновременно несколько плат АЦП в нашем проекте, то для каждой платы придется задействовать два вывода Arduino. В простых проектах можно использовать всего лишь одну плату АЦП и подключать к ней несколько датчиков. Вот так выглядит схема подключения двух одинаковых датчиков к плате АЦП. Здесь нам уже не потребуются дополнительные постоянные резисторы, потому что два датчика естественным образом образуют полный мост. Это схема подключения 4 датчиков к одной плате АЦП. Мы соединяем по 2 датчика последовательно и из двух пар последовательно соединенных датчиков составляем полный мост, как в предыдущей схеме. У меня весы будут именно из 4 датчиков, поэтому мы будем использовать сегодня именно эту схему включения. Никто вам не мешает использовать в этом проекте один датчик или 2 датчика. Все будет работать точно так же, как с 4. Вы можете также купить один датчик с 4 выводами. 4-выводной датчик внутри соответствует вот этой схеме. Поэтому он тоже без проблем будет работать в нашем проекте. Просто 4-выводные датчики стоят немного дороже.
На самом деле для работы с этими тензодатчиками через ACP 711 есть несколько библиотек, которые можно использовать в стандартной среде Arduino. Но мы с вами сегодня будем все делать в Proteus. Наша задача сделать цифровые весы на Arduino, именно используя визуальный редактор Proteus. Нажимаем файл New Project, открывается мастер создания проекта. Назовем наш проект как-нибудь. Я назову MBS HX711. Создадим новую папку. Назову MBS Scales, то есть весы. Visual. Называться наша с вами папочка. И сюда мы положим наш проект. Нажимаем «Дальше». Здесь можно выбрать размер листа, где мы будем рисовать схему. Особой разницы нет. Это задаст размер, так сказать, рабочего поля в плане составления именно принципиальной схемы. Нажимаем «Далее». В этой вкладке мастер предлагает нам создать еще и проект печатной платы. Нам это не нужно. Нажимаем «Далее». Оставляем здесь по умолчанию «Do not create a PCB layout». Нажимаем «Дальше». Мастер запрашивает нас, будем ли мы создавать проект прошивки. Да, мы будем делать проект прошивки именно в Proteus. Выбираем здесь третью радиокнопку Create Flow Card Project. Это означает, что мы как раз будем создавать проект для визуального редактора. В Proteus визуальный редактор называется Flow Card. Семейство выбираем Arduino. Здесь на самом деле есть Raspberry Pi еще. Контроллер я выберу Arduino Uno. Можно выбрать Nano, можно выбрать Uno. У меня вот здесь на столе Arduino Uno, поэтому будем создавать проект для нее. И здесь третий пункт — это компилятор. Нам нужно выбрать Visual Designer for Arduino. Вот здесь есть кнопочка настройки компиляторов. После установки Proteus вообще у вас должно быть все вот здесь заполнено, как у меня. Но в некоторых случаях в строке Visual Designer for Arduino AVR у нас здесь может быть пустая строка. В этом случае, если у нас вот здесь вот такая пустая строка, нужно вот отсюда скопировать вот эту строку и вставить сюда. Потому что используются одинаковые компиляторы, что для Arduino AVR, что для визуального редактора. Нажимаем «Дальше». Здесь суммарная информация. Можем проверить, все ли у нас нормально. Если что-то не так, то можем вернуться обратно. И нажимаем «Финиш». Если у вас большой сложный проект, большой алгоритм, много подпрограмм, они все у вас не умещаются здесь на одном листе, можно создавать новые листы. Здесь есть специальный компонент, который называется интерконнектор, вот он, который позволяет продолжать алгоритм на разных листах или на одном листе, вот так помещать в разные столбцы, создавать соединения логики наших частей алгоритма. Это у нас просто функция setup. Это та часть кода, которая выполняется в момент старта нашей программы. Обычный редактор Arduino стандартный, и мы видим здесь заготовочку скетча. Всегда Arduino создаст для нас процедуру setup и loop. Loop — это основной цикл нашей программы, а setup — это то, что выполняется во время старта. Обычно в функцию setup помещают команды инициализации каких-то модулей микроконтроллера, конфигурацию пинов контроллера и так далее. После выполнения функции setup программа попадает вот сюда, в этот цикл, который бесконечно крутится, пока работает наш микроконтроллер. То же самое здесь, в заготовке нашего визуального, так сказать, скетча у нас есть функция setup, вот это, и есть главный цикл программы. Здесь есть одна тонкость. Это актуально, если у вас на компьютере одновременно с Proteus установлена Arduino IDE, вот как у меня. В некоторых случаях вот эта визуальная программа в Proteus, в которой мы используем модуль ACP 711, может не компилироваться. Программа не сможет компилироваться, будет повторяться одна и та же ошибка. Если у вас установлена Arduino IDE и если у вас установлена библиотека для этого ACP 711, вам нужно эту библиотеку временно удалить. Тупо удалить из директории библиотек Arduino. Для этого в Arduino IDE мы идем в файл Properties. И вот здесь есть у нас путь вот в этой строке. Называется Sketchbook Location. Мы копируем вот это расположение. Открываем в проводнике.
или в Total Commander. Видим здесь папочку Libraries. И если у нас есть здесь папка, которая называется как-то HX711 ADC, либо просто HX711, нужно эту папку удалить. Что я сделал? Я просто взял, заархивировал ее в zip-архив и потом саму папку удалил временно. Если я захочу работать с этой библиотекой потом в Arduino IDE, я просто разархивирую обратно вот эту папочку. Вот она вот так называлась у меня на компьютере. HX711 подчеркивание ADC. Ну, почему-то они несовместимы. Получается так, что при компиляции Proteus подхватывает эту библиотеку не из своей папки, которая встроена в Proteus, там есть своя версия этой библиотеки, а именно из библиотеки, которая располагается в папке библиотек Arduino. И ничего я с этим не смог сделать, кроме как временно удалить библиотеку из Arduino. Давайте добавим в наш проект нужную периферию. По нашей с вами задумке Arduino будет общаться с компьютером через последовательный порт, через UART. И здесь есть тоже одна небольшая тонкость. У нас есть уже добавленная по умолчанию периферия, которая называется CPU. Это как раз наш микроконтроллер от Mega 328. Здесь мы видим некоторые периферийные устройства, которые находятся внутри микроконтроллера. Это таймер 1, это интерфейс SPI, интерфейс I2C, есть у нас EEPROM, мы будем ее использовать, и есть у нас обычный UART, то есть последовательный порт. Мы будем использовать последовательный порт и EEPROM. Давайте их активируем. Для этого нажимаем на правую кнопку и выбираем Enable периферия. Все, у нас включен теперь модуль UART, который встроен в контроллер. И также давайте активируем EEPROM. EEPROM – это энергонезависимая память, которая есть в составе микроконтроллера от Mega 328. В EEPROM мы будем сохранять калибровочные коэффициенты для нашего конкретного датчика. Тензо-датчиков существует огромное количество. А с электрической точки зрения они все работают абсолютно одинаково. Но у них у всех разные параметры. Они рассчитаны на разный вес максимальный. У них отличается напряжение, скажем, на килограмм веса. Поэтому при работе с конкретным датчиком, с тем датчиком, который у вас есть в наличии, в нашей программе нужно предусмотреть процедуру калибровки. Программа вычисляет калибровочные коэффициенты в соответствии с каким-то известным весом. Мы помещаем на наши весы какой-то предмет с известной нам массе, предварительно, например, взвесив его на других весах. И программа вычисляет калибровочный коэффициент и записывает его в энергонезависимую память, чтобы не делать это каждый раз, когда мы включаем наши весы. Давайте тоже включим EEPROM. Нажимаем Enable Peripheral. Да, вот если мы откроем веточку, которая соответствует EEPROM, нажмем здесь вот на пимпочку, мы видим 5 функций, которые мы можем использовать в нашей программе. Просто перетаскивая вот сюда. Вот так вот перетаскивая на наш визуальный алгоритм, мы можем использовать эти функции. То же самое и с UART. У нас здесь есть функция Setup, которая устанавливает скорость. Мы можем выбрать 9600. По умолчанию стоит у нас 19200, 57600, 115200. Это стандартные скорости работы последовательного порта. Для UART здесь есть одна небольшая тонкость. Если мы просто включим UART, он будет почему-то работать неправильно. Это какой-то косяк Proteus на самом деле. Добавляем процедуру Setup, эту ноду, устанавливаем 9600. Но в реальности это не будет работать. Получается несовпадение скоростей. И какую бы скорость вы не устанавливали, вот здесь в процедуре Setup, да, вот здесь, любую скорость вы устанавливаете, это проблему не решает. На самом деле это какой-то баг Proteus. Ну и оказалось, что лечится это довольно просто. Выбираем строчку Peripherals, правую кнопку «Добавить периферию». Открывается окно Project Clip. Project Clip – это подготовленные в Proteus как бы заготовки каких-то реально существующих плат, дополнений к Arduino. Все эти дополнительные платы, они сгруппированы по разным вкладкам. Открываем вкладочку Groove. Здесь нам нужно выбрать вот этот Groove терминал модуль. Выбираем его, нажимаем «Добавить». По сути, это модуль для работы с UART. После того, как мы добавим вот этот периферийный модуль,
Groove терминал, у нас уже наш встроенный UART будет работать абсолютно корректно. С правильной скоростью все наши сообщения будут приниматься и выводиться совершенно корректно. А давайте переключимся вот на Schematic Capture, на окно схемы. Вот это модуль Arduino Uno. И вот этот самый модуль Groove терминал, который мы только что с вами добавили. Нам ничего не нужно здесь подключать, не нужно тянуть никакие провода между платой Arduino и вот этой платой Groove. Все уже подключено по умолчанию. Нам нужно просто его добавить вот сюда. Теперь нам нужно добавить модуль ACP HX711. Кликаем правой кнопкой мышки вот здесь на слое периферии и добавить периферию. Нужный нам модуль находится во вкладке Breakout периферия. Модуль называется он Arduino HX711 for Load Cell Breakout Board. Вот его мы добавляем и закрываем это окно. Это функции, которые мы можем использовать с этим модулем. Собственно, здесь есть все необходимое для работы с этим ACP. Переходим на схему, Schematic Capture вот сюда и видим, что у нас появился тот самый нужный нам модуль. Вот он. Для работы нашей прошивки с реальной платой Arduino этого уже достаточно, но мы также хотим посмотреть, как это будет работать в симуляторе, прежде чем прошить нашу Arduino. Да, это можно делать здесь в Proteus, потому что Proteus в первую очередь это симулятор электронных схем. Мы добавим сюда еще один модуль. Мы добавим этот модуль из стандартной библиотеки Proteus, вот из этого окна схемы. Нажимаем здесь на буковку P, и здесь нам нужно ввести слово load cell. И вот он, этот модуль, компонент, который нам нужен. Собственно, это компонент. Вот он появился здесь у нас в списке компонентов. Перетаскиваем его сюда. Это позволит нам просимулировать нашу схему здесь в Proteus, посмотреть, как она будет работать, прежде чем прошить в Arduino. Вот этот вывод мы соединяем вот с этим контактом. Да, это плюс питание. Землю соединяем вот сюда. Вот этот вывод мы соединяем вот сюда. И вот этот вывод мы соединяем вот так. Мы нажимаем правой кнопкой на вот этом датчике и Edit Properties. Смотрим, какие у нас есть свойства. Это шаг, с которым будет изменяться вес. Здесь у нас есть две кнопочки, которые изменяют наш вес. Пока мы не запустили нашу программу на выполнение, здесь можно добавить как бы начальный вес, то есть вес тары. Вот, нужно понимать, что вот это у нас килограммы сейчас, это килограммы. И вот здесь resistance я предпочитаю поставить в соответствии с параметрами нашего реального датчика. У нас сопротивление резисторов датчика равно 1 килоому. Напишем здесь 1000 Ом. Если бы я, например, писал программу в редакторе Arduino руками, так сказать, на языке C, то я бы сначала инициализировал последовательный порт. Установил сюда setup, какую-то написал бы скорость работы порта. На самом деле, поскольку у нас есть вот этот модуль, здесь вот этот Groove терминал, то нам этого делать не нужно. Инициализация будет производиться автоматически у нас. В начале работы я хочу вывести какое-то сообщение, приветствие какое-то, чтобы посмотреть, что программа у нас запустилась и все нормально. Откроем вот этот модуль Groove терминал. Здесь есть у нас функция println. Перетаскиваем ее вот сюда. Кликаем на этом модуле. Здесь у нас строка «Аргументы». И здесь нужно в кавычках написать строку, которую мы хотим вывести на терминал в начале нашей работы. Я напишу Hello MBS Electronics. Давайте посмотрим, будет ли работать наша программа. Для этого нам не обязательно прошивать эту программу в Arduino. Мы можем все смотреть в нашем Proteus, в симуляторе. Нажимаем вот здесь кнопочку Play, запускаем нашу программу на выполнение. Открылся виртуальный терминал, и мы видим Hello MBS Electronics. Окей, наша программа нас поприветствовала. Дальше я хочу сделать временную задержку, скажем, 1 секунду. Для этого у нас есть вот такая стандартная нода, называется Time Delay. Перетаскиваем ее вот сюда, кликаем по ней и устанавливаем задержку 1000
миллисекунд, то есть 1 секунду. После этого нам нужно откалибровать весы на 0. Не калибровку датчика, а устранить влияние какого-то веса, который всегда есть на датчике в реальных весах. То есть это установка тары, веса тары, ну или обнуление весов. Кто работал с обычными весами, да, с кухонными, например, электронными весами, там есть такая кнопочка Tara, Zero, там какую-то кнопочку установить на 0. Эти модули можно просто копировать, copy, paste. Вот так вот его вставим сюда и напишем здесь input T for zero scales. То есть введите букву T для обнуления весов. Вот у нас запускается программа, проходит 1 секунда, и мы получаем input T for zero scales. Вы можете заметить, что в симуляторе у нас прошло больше, чем 1 секунда. Это происходит потому, что симуляция у нас идет не в реальном времени. Симуляция идет медленнее, чем если бы мы залили это в плату Arduino. Вот здесь в модуле UART у нас и есть такая функция input. Перетаскиваем ее вот сюда. Кликаем по ней, открываются свойства. Вот здесь нужно, чтобы было установлено эхо. Это означает, что когда мы введем буковку T, у нас терминал пошлет нам ее обратно. Вот здесь, где написано result, результат, нам нужно выбрать ту переменную, куда будет записываться то, что мы ввели. По умолчанию Proteus создал для нас переменную input. Вот она здесь. Это список переменных, которые есть у нас в проекте. Есть переменная input типа string. Если бы у нас здесь были еще какие-то переменные типа string, например, я могу сюда добавить string 1. Пусть она будет тоже типа string. То вот здесь в выпадающем списке я уже могу выбрать какую-то другую переменную. Нужно иметь в виду, что в визуальном редакторе все переменные у нас, которые мы объявляем, вот здесь, которые мы добавляем в каком-либо модуле, в какой-либо ноде, все переменные являются глобальными. Все переменные у нас, вот эти, которые у нас есть в программе, они видны из любого места, из любой процедуры, из любого модуля нашего визуального алгоритма. Окей. Дальше программа должна проверить, действительно ли пользователь ввел именно буковку T. Для проверки у нас есть вот такой стандартный модуль, стандартная нода, называется она Decision. Это аналог if, если бы мы писали на языке C. И здесь нам нужно ввести условие, вот здесь, в поле Condition. Можно прямо ручками написать input. Вот я начинаю писать, и появляется подсказка input. Другой путь — это просто поставить курсор вот сюда, чтобы он здесь мигал, и дважды кликнуть вот здесь на переменной. То же самое. Если input равно, в кавычках пишем, буковка T маленькая, видите, вот здесь появляется зеленая галочка, это означает, что у нас строка корректная. Например, если я не закрою кавычки, у меня появляется ошибка. Я могу кликнуть на ней, и появляется вот здесь подсказочка, что у нас не закрыта строка. Да? Нам надо ее закрыть. Вот, все, закрыли строку, поставили вторые кавычки, и все теперь нормально, появляется зеленая галочка. Нажимаем ОК. Если он равен буковке T, то программа идет вот сюда. Здесь написано Yes. Соответственно, вот эти две точки — это No. Почему их две? Для удобства визуального написания. Мы можем отсюда протянуть линию, либо отсюда, как нам больше нравится. Если пользователь ввел неправильно что-то другое, либо пустую строку, либо какую-то другую букву, то мы совершаем переход вот сюда. Вот опять вот к этой ноде. Тянем сюда линию. Давайте проверим, как это работает. Запустилась наша программа. Можно открыть, кстати, вот так вот схему. Видим приглашение программы. Введите T для обнуления весов. G, да, я ввел G. Нажимаю Enter. Окей. Пока я ввожу неправильные какие-то символы, мы каждый раз будем возвращаться в эту точку. Если я введу T, соответственно, ничего не будет происходить, потому что дальше у нас программа не написана. Мы попадаем в бесконечный цикл, и он крутится, ничего не делает. Мы с вами научились вставлять условия. Теперь мы с вами должны написать под программу функцию, которая будет вычислять вес тары, то есть обнулять наши весы. Давайте для этого создадим еще один лист в нашем проекте, потому что вот это место у нас будет использоваться для основной программы. Идем вот сюда, проект, и выберем New Sheet, то есть новый лист. Нажимаем, появляется у нас еще один вот такой стандартный лист. Вставляем сюда вот такой блок.
event end. И вот здесь event нам нужно заменить на название нашей функции. Tara, да? Tare. Окей. Давайте отправим в последовательный порт еще одно сообщение. Откроем Groove терминал. Выберем println. В двойных кавычках вычисляем тару. Вы можете по-русски писать. Я привык писать по-английски. Когда мы будем смотреть на терминал, мы будем видеть, что программа действительно перешла в эту функцию вычисления тары. И что все нормально, что наша программа работает. Идем вот сюда. Здесь, где у нас периферийное устройство, модуль 711. И выбираем вот эту функцию write tare, записать тару. В поле аргументы я оставлю 10. Это означает, что функция будет измерять вес 10 раз и вычислять среднее значение. Например, если я поставлю 100, то программа будет делать 100 замеров веса. Это реализовано внутри этой библиотеки. Все, больше здесь ничего не нужно, никаких переменных здесь не используется. Выводим еще одно сообщение. Можно просто скопировать отсюда, copy, paste, вставляем сюда, zero, scales, done. Окей. Итак, у нас с вами появилась первая подпрограмма, первая функция отдельная, которая вычисляет тару, обнуляет весы. Давайте вернемся в наш основной поток. И здесь нам нужно вызвать вот эту самую процедуру. Для этого есть специальный модуль вот здесь. Называется subroutine call, то есть вызов подпрограммы. Вставляем вот сюда его. Здесь можно выбрать лист. Я выбираю New Sheet. И вот сразу подставляется у нас здесь единственная наша подпрограмма, которая есть на этом листе. Вот на этом втором листе New Sheet, который называется. И мы нажимаем ОК. Приветствие. Запрос на ввод буквы Т. Вводим букву Т. Впоследствии мы будем это делать, естественно, не в Протеусе, когда зальем нашу программу в реальную ардуинку. Будем делать это в терминальной программе. Calculate enter. Zero scale done. И все. Дальше программа уходит у нас в бесконечный цикл, потому что мы еще ничего не написали дальше. По логике программы нам нужно либо начать работать, что-то взвешивать, либо нужно откалибровать тензодатчики. Что значит откалибровать? Мы должны поместить на наши весы какой-то известный заранее вес и сказать программе, чтобы она вычислила калибровочные коэффициенты для конкретных датчиков. Потому что все датчики разные, и любой датчик перед работой нужно калибровать. В общем случае калибровка проводится один раз, и коэффициенты записываются в EEPROM, то есть в энергонезависимую память. А допустим, если вы покупаете весы где-то в магазине, фабричные, а там калибровка произведена на заводе. Модуль println, введите S для работы или C для калибровки. Модуль input, давайте его скопируем, copy сюда. И оставляем здесь все без изменения. Будем снова использовать нашу переменную input типа string. Сжать наш алгоритм можно просто потянув вот какой-то нижний модуль. Вот так вот это работает, видите? Можно вот так сделать его более компактным. Copy и paste. И вставляем его сюда. Открываем и вместо T ставим здесь такую маленькую буковку S. Если пользователь ввел символ S, значит продолжаем работу, где мы будем делать взвешивание различных предметов. Если пользователь ввел какой-то другой символ, который не S, давайте еще раз скопируем вот этот блок принятия решений. Copy, paste. Соединим вот таким вот образом. Пользователь вводит какой-то другой символ, который отличается от S, то мы его проверяем, не является ли он символом буковкой C. Пишем здесь C. Окей. Если пользователь вводит какую-то другую букву, которая не S и не C, значит переходим вот сюда, где у нас запрос на ввод. Если пользователь вводит C, то мы должны произвести калибровку датчиков. Ну, давайте сразу вставим вызов под программой, которой у нас еще нет. Просто пустой вызов, как бы заглушку. После того, как у нас будет произведена калибровка, отработает вот эта функция, которой у нас пока еще нет и которую мы сейчас напишем, мы должны будем вернуться
обратно вот в этот поток команд. Теперь давайте напишем процедуру калибровки. Она у нас будет вот на этом втором листе. Берем вот этот модуль, перетаскиваем сюда. Вместо event пишем название нашей функции. Она будет называться calibrate. Окей. Теперь мы можем уже вот здесь, в главном листе, прописать вызов конкретной функции. На втором листе в выпадающем списке у нас появилось уже две функции. Tara и calibrate. Выбираем calibrate. Окей. Переходим обратно на второй лист и дописываем нашу функцию калибровки. Функция калибровки у нас будет начинаться с вывода в порт еще одной символьной строки. Здесь у нас уже есть блок println. Копируем его, вставляем и устанавливаем сюда. В этом сообщении мы попросим пользователя поместить на весы какой-то известный вес. Положите на TEN-задатчик предмет с известной массой. Давайте скопируем этот блок. Вставим его еще раз. Это будет второе предложение, которое будет посылаться в порт. И пропишем. И введите вес этого предмета в граммах. Перейдем вот сюда, где у нас периферия. Откроем UART. Вот эту ветку UART. И перетащим сюда блок input. Опять же, в нем мы ничего не меняем, оставляем все по умолчанию. Пользователь будет выводить вес в граммах, но это будет строка, не число. Нам нужно преобразовать строку в число. Поэтому берем вот этот блок, блок присваивания, перетаскиваем его вот сюда, открываем его. И сейчас нам нужно добавить сюда новую переменную типа int, то есть целое число. Чтобы добавить новую переменную, нажимаем вот здесь на кнопку New и пишем название переменной. Она будет называться known weight, то есть известная масса. Здесь в выпадающем списке нужно выбрать integer. Он по умолчанию стоит здесь. Integer оставляем именно integer. И здесь в строке назначения assignments мы должны сделать преобразование. Known weight равно. Вот этот список содержит встроенные функции. Вот здесь они написаны красным цветом. Их на самом деле много. Видите, функции преобразований. Должны выбрать вот здесь toInt. Ставим здесь курсор, вот, чтобы он мигал в этой строке. И дважды кликаем toInt. Функция подставляется сюда. На самом деле можно это написать руками, просто ввести с клавиатуры. Если вы уже знаете, какие здесь функции и как они правильно прописываются. Кликаем между скобками, чтобы у нас курсор остался там. Выбираем нашу переменную input. Дважды кликаем на нее. Должна получиться вот такая конструкция. И здесь должна появиться зеленая галочка. Все, мы сделали преобразование строки в целое число. Здесь может возникнуть ситуация, когда человек что-то введет случайно вместо числа, введет какие-то буквы, то есть какие-то некорректные символы, которые не могут правильно преобразоваться в число. Тогда нам вот эта функция toInt, она вернет 0. Соответственно, можем здесь сделать проверку на правильность. Давайте добавим вот этот блок. Если knownWeight у нас равно 0, то мы переходим вот сюда опять на вывод запроса пользователю. Теперь мы будем делать, собственно, калибровку. Открываем вот этот модуль нашего ACP и перетаскиваем блок readValue, то есть прочитать значение. Чтобы увеличить точность этой операции, здесь введем 10. Библиотека 10 раз опросит наш датчик и вычислит среднеарифметическое. Кроме того, нам потребуется еще одна переменная типа float, то есть дробное значение. Нажимаем New, добавляем переменную, будет она называться у нас raw value, то есть как бы сырое значение, исходное значение. И выбираем здесь тип float. Собственно, все. После того, как этот блок отработает, в переменной raw value мы получим значение веса нашего предмета с известной массой только в единицах АЦП. Не в граммах, а именно в отчетах АЦП. Сейчас нам нужно будет вычислить калибровочный коэффициент. Давайте добавим еще один блок assignment, присваивание. И здесь нам понадобится еще одна переменная типа float. Это как раз будет тот коэффициент, который мы хотим вычислить. Добавляем еще одну переменную. Называем ее scale. Тип float. ОК.
Здесь в выпадающем списке выбираем нашу переменную scale. Scale у нас будет равен raw value, деленное на известный вес. После этого нам нужно каким-то образом сообщить библиотеке, которая работает с нашим АЦП, наш вот этот калибровочный коэффициент. Идем вот сюда и выбираем модуль write scale, то есть сохранить вот этот самый калибровочный коэффициент. По умолчанию у нас калибровочный коэффициент равен единице, но мы эту единичку убираем вот здесь и подставляем нашу переменную scale. Окей. Давайте скопируем вот этот кубик print ln, откроем его и поменяем здесь. Напишем, что калибровка выполнена. Calibration done. Scale равно пробел. И следом нам нужно вывести как раз значение нашей переменной scale. Так, наверное, давайте поменяем print ln на просто print, чтобы вот после вывода этой строки у нас программа не переводила строку на новую. Откроем, вот это скопируем, выберем просто print и вставим сюда наше сообщение. А вот теперь скопируем наш print ln. Видите, у нас места не хватает. Давайте перенесем наш алгоритм на новый столбик. Для этого нам понадобится вот этот компонент интерконнектор. Нам понадобится их два. Один помещаем сюда, другой помещаем вот сюда. Выделяем вот эту линию перед end, удаляем ее. End переносим сюда. Второй интерконнектор у нас автоматически пронумеровался номером 2. Нам надо поменять его на номер 1, чтобы они соединились между собой. Эти блоки интерконнектор соединяются просто по номеру. Первый соединяется с первым, соответственно, второй со вторым и так далее. А вот здесь мы соединяем вот таким вот образом. Можно соединить с end. Хотя у нас еще не конец этой процедуры. Так, здесь мы выводим нашу переменную. Кликаем вот здесь, чтобы у нас мигал курсор в этой строке аргументов. И выводим scale. Дважды щелкаем, она появляется здесь. И говорим ОК. Мы забыли записать наш калибровочный коэффициент в энергонезависимую память микроконтроллера, то есть в EEPROM. Чтобы после снятия питания платы Arduino, после выключения, у нас этот калибровочный коэффициент оставался в памяти контроллера, и нам не надо было каждый раз при включении весов проводить вот эту процедуру калибровки. У нас есть модуль EEPROM вот здесь в периферии. Давайте откроем эту ветку. Нам понадобится блок rewind, вот этот, то есть перемотать, как знаете, на магнитофонах раньше было rewind. И здесь мы можем ввести адрес, с которого будет размещаться какое-то значение в EEPROM. Наш коэффициент будет размещаться в EEPROM с адреса 0, то есть с самого начала. И теперь мы можем вот по этому адресу записать нашу переменную scale. Для этого служит блок put. Перетаскиваем его сюда, то есть положить в память. И прописываем здесь переменную scale. Окей. Наша функция calibrate готова. Можем вернуться на главный лист main. Но вот здесь в процедуре setup, то есть при включении контроллера, мы не добавили команды для считывания этой самой памяти. Калибровочный коэффициент будет записываться в энергонезависимую память, но не будет оттуда считываться. Поэтому нам нужно еще вот здесь в конце нашей функции setup добавить команды для считывания этой самой памяти. Нам придется продолжить функцию setup в новом столбике. Поэтому снова добавляем блок интерконнектор. Он будет у нас с номером 2. И еще один. Включим ему номер 2. Удаляем здесь вот эту линию перед end. То есть, собственно, делаем то, что мы уже с вами делали в функции калибровки. Вот таким вот образом. Этот перемещаем сюда и соединяем. Готово. Опять же берем вот этот блок rewind или rewind. Адрес оставляем нулевой. Там у нас хранится наш scale. И для того, чтобы его прочитать, берем блок get, то есть взять. Берем блок get, прописываем ему, куда помещать эти данные.
будет он считать их в нашу переменную scale. Окей. После отработки вот этого блока у нас в переменной scale будет калибровочный коэффициент, и осталось прописать его в наше АЦП. Опять вот здесь из модуля HX711 берем блок write scale, то есть прописать тот самый калибровочный коэффициент. Открываем его, удаляем единичку, помещаем сюда нашу переменную scale. Давайте, наверное, удалим вот эти блоки Hello MBS Electronics, потому что, ну, в общем-то, это лишнее для нашей программы. И теперь давайте сделаем основной цикл. Сначала нам нужно получить значение веса, вот именно веса в граммах, то есть в тех единицах, в которых мы хотим производить взвешивание. Снова идем вот сюда, в периферию, наш модуль АЦП, и берем здесь блок Read Units, перетаскиваем его в нашу программу. Во время калибровки мы с вами уже использовали вот этот блок Read Value. Read Value у нас выдает так называемые сырые показания АЦП. У нас 24-битная АЦП, соответственно, значения у нас на выходе будут от 0 до двойки в 24 степени. А Read Units выдает значение веса, уже преобразованное с учетом вот этой нашей переменной Scale. То есть с учетом калибровочного коэффициента уже в наших единицах, в данном случае это будут у нас граммы. Если мы хотим, чтобы у нас весы показывали именно килограммы, то во время калибровки просто надо указать вес в килограммах. Тогда во время взвешивания мы с вами будем интерпретировать данные, которые приходят из процедуры Read Units, как килограммы. Надеюсь, это понятно. Открываем этот блок. И здесь нам нужно создать еще одну переменную типа float. Нажимаем здесь на кнопку New. Называем переменную weight, то есть вес. И она должна быть типа float. Это требование библиотеки нашего АЦП. Количество обращений к АЦП для считывания я установлю здесь 4. Чем больше здесь будет значение, тем будет лучше точность. Но в то же время программа будет работать дольше. Потому что у этого АЦП измерения происходят не очень быстро. 4 как компромисс. И считывать значения мы будем как раз в переменную weight, вес. Теперь нам нужно вывести этот вес в COM-порт, Groove терминал. Берем модуль print. Не println, а именно print. Он выводит какое-то сообщение без перевода на новую строку. Открываем, пишем здесь сообщение. Вес равен и пробел. Кавычки закрываем. И отдельно выводим вес. Теперь берем вот именно блок println с переводом строки, который. И здесь выводим нашу переменную weight, то есть вес. После этого нам нужно сделать временную задержку. Я хочу, чтобы у меня весы делали одно измерение за 1 секунду. Давайте добавим сюда вот этот блок временной задержки и добавим здесь нолик, чтобы была 1 секунда или 1000 миллисекунд. Так, можно еще что сделать? Можно добавить в конце граммы, чтобы мы знали, что это граммы. Поэтому давайте заменим вот этот блок на print. Не на println, а на print. Вот эту переменную скопируем. Выберем здесь print, вставим обратно нашу переменную вес. Теперь добавим именно println с переводом строки, которая через пробел добавим буковку G. Вот такая у нас, друзья, с вами получилась программа на 2 листах. Здесь у нас дополнительные функции, подпрограммы. И на главном листе у нас сама программа. В принципе, все готово. Мы можем проверить, как она работает, запустив симуляцию. Давайте перейдем вот здесь на вкладку схемы, Schematic Capture. Датчик у меня обнулен. Видите, на датчике стоит изначально вес 0 сейчас. Я запускаю программу. И терминал нам предлагает ввести букву Т для того, чтобы обнулить весы. Вводим Т. Все, программа отработала. Теперь мы должны ввести букву С, чтобы откалибровать датчик. Вводим букву С. Программа нам говорит: пожалуйста, положите известный вес на весы
и затем напечатайте этот вес здесь в терминале. Предположим, у меня есть гиря на 3 килограмма, я положил ее на весы. Давайте здесь введем 3 килограмма. Это вот равносильно тому, что в реальных весах я бы поставил гирю на эти весы. Здесь нам нужно ввести не 3, а 3000, потому что мы хотим, чтобы у нас потом вес отображался в граммах. Если бы я хотел, чтобы у меня вес отображался в килограммах, я должен был бы ввести здесь тройку. 3000 грамм. Вот. Наша подпрограмма калибровки отработала. Видите? Калибровочный коэффициент 36 у нас. И каждый цикл взвешивания программа выводит нам вес 3000 грамм. То есть у нас все работает. Я могу попробовать здесь вот поменять вот таким вот образом вес. Вот сейчас 10 килограмм показывает она. Здесь вот видно, какая-то погрешность есть даже во время симуляции. Теперь мы можем подключить к компьютеру плату Arduino, уже реальную железную плату, и залить в нее нашу программу. Но перед этим я хочу сделать небольшие изменения в схеме, потому что в моих уже собранных весах модуль АЦП у меня подключен к другим пинам платы Arduino, и я не хочу их переключать. И заодно я покажу вам, как это сделать. Когда мы вот здесь в визуальном редакторе добавляем периферийные модули, они одновременно добавляются вот сюда на схему. И все соединения производятся без рисования проводников, просто через вот эти терминалы. Эти терминалы нужны для того, чтобы не загромождать схему проводниками, линиями. Можно соединять просто по именам соединений. В реальном макете весов выход данных у меня подключен к пину 4 платы Arduino, поэтому дважды кликаем на этом терминале. Вот здесь нужно снять галочку Locked, чтобы разблокировать соединение пинов. Меняем на 4. А вывод тактового сигнала АЦП у меня подключен к пятой ножке Arduino. Опять же, дважды кликаем, снимаем галочку Locked и переключаем на IO5. Вот и все. Нам не нужно здесь ничего менять. Все будет подхватываться автоматически при компиляции. Давайте запустим наш проект. Снова пошла компиляция, и у нас все запустилось, все заработало. Давайте проверим, введем T. Да. Теперь мы можем загрузить наш скетч в плату Arduino и проверить, как это будет работать в реальном мире. У меня здесь есть вот такие кухонные весы, что-то взвесить для калибровки наших самодельных весов. Эти весы, конечно, не очень точные, китайские, но нам сейчас точность не требуется. АЦП. Красный провод — это данные АЦП, а синий провод — это тактовый сигнал. Здесь у нас подключено к плате Arduino, соответственно, красный провод данных у нас висит на 4-м пине, а синий провод на 5-м. Давайте подключим к компьютеру. Подключили. Положим сюда вот эту платформу. На самом деле это разделочная доска, купленная в магазине. Главное, что у нее ровная поверхность. И сейчас мы зальем в плату Arduino наш визуальный скетч. Вот, видите, здесь проект у меня на этом компьютере. Здесь я, кстати, и записываю это видео. Для калибровки будем использовать вот такую классную железку. Давайте ее взвесим. 964 грамма. Почти килограмм. Запомним этот вес. В диспетчере устройств посмотрим. У нас вот появился порт номер 5, COM5, это как раз тот порт, на котором висит наша плата Arduino. Идем в меню Project, выбираем Project Settings. Вот здесь есть параметр программер, то есть программатор. Нужно, чтобы здесь был выбран AVR-DUD. Интерфейс Arduino Atmega 328. И самое главное, вот здесь порт. Видите, у меня здесь почему-то стоит COM2. На самом деле нужно выбрать вот этот порт, на котором у вас находится плата Arduino. COM5. Проверим скорость. Для этой платы Arduino скорость должна быть 115-200. Теперь все готово для того, чтобы прошить нашу программу в плату Arduino. Для этого просто нажимаем вот здесь на эту иконку микросхемы.
Да, вот подсказка всплывает upload, то есть загрузить в плату. То есть на самом деле нам не нужно, чтобы у нас на компьютере даже была среда Arduino IDE. Все есть уже в Proteus. Мы можем создавать здесь программу, алгоритм, проверять его на симуляции и загружать в реальную плату Arduino. Все делать в одной среде, в Proteus. Несмотря на все недостатки Proteus и вот этой визуальной среды программирования, на самом деле это огромное преимущество, что все мы делаем в одной программе, нам больше ничего не нужно. Давайте нажмем. Заново компилируется наш код, и после окончания компиляции начнется прошивка. Вот он пишет, что загружает. Вот, у нас появилась надпись Firmware Upload Complete. То есть наша программа успешно загружена в плату Arduino. Соединиться с платой Arduino можно через любую программу терминал. Например, через вот такую универсальную программу. Давайте попробуем подключиться к плате через нее. Выбираем здесь наш COM5. Скорость у нас 9600. И нажимаем Connect. Появилось сообщение от платы. Введите Т для обнуления весов. Давайте пошлем Т. Вот отсюда. Нажимаем Send. И программа обнулила весы. Специально для работы с этими весами я написал небольшое приложение. Терминал. Вот такое. Точно так же выбираем COM5. Вот здесь. Соединяемся. И вот то же самое сообщение Input T for Zero Scales. Мы можем набрать вот здесь T. То есть все вот эти символы, которые используются у нас в программе на Arduino. Для ускорения работы я сделал под них отдельные кнопки. Буква T, буква C и буква S. Вместо того, чтобы печатать с клавиатуры букву T вот здесь, мы можем просто нажать на кнопку. Вот, для обнуления весов. Эта кнопка служит для очистки окна лога. Очистили. Нажав на эту кнопку, можно перезагрузить плату Arduino и переподключиться к ней. Нажимаем. Угу. Соединились с портом. И можно делать это сколько угодно раз. Да. Давайте еще раз подключимся к нашим весам на Arduino. Input T for Zero Scales. У нас ничего нет, кроме вот этой фанерки, разделочной доски. Очевидно, эта доска имеет какой-то вес. Поэтому обнуляем наши весы, посылаем буковку Т, просто нажимая вот на эту кнопку в моей программе. Вот. И теперь нам нужно сделать калибровку наших датчиков. Выбираем в программе калибровку, вот эту кнопку нажимаем. Теперь кладем в нашу болванку на весы. Вспоминаем, что она весит у нас 964 грамма. Соответственно, здесь прописываем число 964. 964. И посылаем нашей плате. Нажимаем кнопку Send. Ага. Вот все, начался процесс измерений. Калибровочный коэффициент минус 274.9. Вот такой получился калибровочный коэффициент с 4 датчиками. Потому что на каждый датчик примерно приходится четверть веса вот этой болванки. Давайте повзвешиваем разные вещи. Убираем болванку. И где-то около нуля. 0,37 грамма. Это в пределах погрешности этих датчиков. Снова кладем болванку. 963 где-то так показывает. Ну, наши весы не точные на самом деле, потому что все здесь вот так двигается. Точность нам сейчас не важна. Для нас главное принцип сейчас. Вот сколько, например, весит наша камера. Вот такая Sony. Где-то 234 грамма весит камера Sony. Сколько весит батарейка от той камеры, которая сейчас снимает? На 65 грамм весит эта батарейка. Конструкция эта не очень точная, она просто как бы на коленке сделанная, поэтому у нас часто уходит куда-то, уплывает ноль. Смотрите, я сейчас перезагружаю Arduino. Ввожу Т для обнуления весов.
Мы уже один раз сделали калибровку этих датчиков. Калибровочный коэффициент у нас записан в энергонезависимую память платы. Поэтому второй раз уже можно калибровку не делать. Мы можем сразу перейти к работе, к взвешиванию. Нажимаем вот эту кнопку или посылаем здесь из терминала букву S. И у нас программа начинает работать и правильно взвешивать наш вес. Видите, все четко, 963,5 показывает. Там где-то точность на уровне кухонных весов получилась у нас. Вот эти кухонные весы белые, они тоже так взвешивают, плюс-минус 1-2 грамма. Смотря как положишь еще, вот так если положить будет по-другому немножко. 961. Если вот так положить, там что-то, да, то будет 966 показывать. Ну, это нормально. Для таких вот весов, сделанных на коленке, из каких-то деревяшек, это нормально. Суть в том, что мне второй раз уже не нужно делать калибровку датчиков. Программа взяла калибровочный коэффициент из EEPROM, из энергонезависимой памяти, и продолжает нормально работать. На этом все. Пишите ваши комментарии, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, также на наш телеграм-канал. Все ссылки вы найдете в описании. В следующем ролике на эту тему мы с вами расширим наш проект весов. Я расскажу, как использовать здесь 4 платы АЦП по одной на каждый датчик и зачем это нужно.